Несправедливо все на свете. Ну где же Бог? Зачем молчит? Зачем же терпит Он все это? Ведь на несчастье мир стоит. Такими мыслями терзаясь, по лесу юноша шагал, вопрос такой понять стараясь, домой тропинку потерял. Но вдруг навстречу путник с сумкой идет дорогою лесной, и на вопрос «Укажешь путь мне?» ответил: «Да, пойдем со мной». Змеей в лесу тропинка вилась, скорей бы долгожданный дом. Вдруг перед ними появилась избушка под большим кустом. Хозяин их радушно встретив, и накормил, и напоил, а юноша, добро отметив, о чаше золотой спросил. «О, мне подарок эта чаша от бывшего уже врага, это символ дружбы нашей, она мне очень дорога». Хозяин вышел на минутку, а путник, вещи все собрав, потом, припрятав чашу в сумку, и вместе с юношей удрал. Спросив за тот поступок подлый, услышав юноша в ответ: «Молчи, мой друг, пути Господни нечеловеческие нет». К другой избушке их дорога немного позже привела, но из нее вдруг голос строгий, как будто острая стрела: «Эй, убирайтесь отсюда, для вас здесь нет ничего, и если жить хотите, люди, уйдите с места вы сего». Хозяин дома их отправил, но перед тем, как уходить, вдруг путник чашу там оставил, решил подарок подарить. «Но ведь несправедливо это», — с досадой юноша сказал, «ведь он скорей достоин смерти, а ты ему подарок дал». Но путник наш, вздохнув свободно, сказал ему опять в ответ: «Молчи, мой друг, пути Господни нечеловеческие нет». Уйдя от злого человека, ночной дорогой в лес пошли, в избушке старой дроговесос они ночлег себе нашли. Тот дроговесок был беден очень, до 6 имел детей, хоть кушать нечего, но, впрочем, он принял с радостью гостей. Единственным богатством были любовь да дружба в доме том, но чем уж очень дорожили, так это был их старый дом. С утра детишки разбежались грибы к обеду собирать, хозяйка все белый собрали, пошли на речку полоскать. В лесу дрова рубил хозяин, он зарабатывал как мог, а путник, будто злобный Каин, взял спичку и их дом поджег. Тут наш герой не смог сдержаться: да как так можно поступать? Ведь этот дом все их богатство, зачем их нужно так страдать? Но снова путник тот негодный, уже знакомый, дал ответ: «Молчи, мой друг, пути Господни нечеловеческие нет». Вот у окраины дороги стоит избушка над рекой. Хозяин там хоть был и строгий, но пригласил гостей домой. Хозяин — пожилой мужчина, жену недавно потерял, одну имел он радость сына, а людям всем не доверял. Как бы ни было, принявший, гостей хозяин накормил, а сына попросил, чтоб дальше за речку он их проводил. Вот мост дошли до половину, а путник мальчика позвал, с ним поравнявшись, что есть силы, столкнул его, и тот упал. Тут юноша не мог сдержаться: «Да как же так? Кто ты такой? Да сколько ж может продолжаться несправедливость эта? Стой!» Тут путник, словно луч весенний, вдруг ярким светом засиял. Через несколько мгновений прекрасным ангелом он стал. Потом, взмахнув рукой свободно, он отвечал, рассеяв свет: «Молчи, мой друг, пути Господни нечеловеческие нет».
Ты помнишь первый дом и чашу, хозяин, что имел ее? Так вот, туда бы яд подмешан, ему я жизнь дал за нее. А помнишь злого человека, который нас тогда прогнал? Ему оставил чашу эту, я дал лишь то, что он избрал. В сгоревшем доме разгребая золу и пепел дровосек, тот золото нашел, рыдая, богатым стал тот человек. А мальчик, что в последнем доме, как вырос бы, убийцей стал, а так в пришествии Христова в число спасенных он попал. Когда Отца утешат люди, добрее намного станет Он, и в будущем Он тоже будет, когда Иисус придет спасен. Что видишь, то незнанию сродни, не отвергай прозрение свет, и помни, что пути Господни нечеловеческие нет. Как часто в жизни скоротечной мы видим горе и беду, и в этой горести сердечной живем, как будто мы в аду. Но ты, мой друг, доверься Богу, ведь знает Он, как повернуть твою невзрачную дорогу на новый, светлый, чистый путь. Так что ты помни, друг, сегодня, и через много-много лет воистину пути Господни нечеловеческие нет.